проблемы везде одинаковые. И в первую очередь это, наверное, поздняя обращаемость больных, и это отсутствие доступности онкологического сервиса. Я бы сказала, в Грузии у нас очень интенсивно развивается страховая медицина. Страховая медицина должна быть поддерживаться и контролироваться государством. В Грузии основной онкологический сервис онкологических больных поступает через частные страховые компании, которым государство оплачивает онкологический сервис. Это детский контингент больных и это люди пенсионного возраста. Получают также онкологический сервис люди, находящиеся ниже черты бедности. Однако наше новое правительство в настоящее время работает над государственной программой страхования, и мы очень надеемся, что в скором будущем каждый гражданин Грузии будет иметь возможность получить онкологический сервис, диагностику и лечение. Дело в том, что самой большой проблемой частной страховой медицины является то, что в поисках более дешевого сервиса частные страховые компании стараются пересылать больных в те учреждения, где менее специализированные учреждения, в те учреждения, где этот сервис поставляется более по низким ценам. В результате мы получаем то, что проводится нерадикальное лечение, и такие больные поступают уже в онкологические специализированные центры с далеко зашедшими случаями, с рецидивами, с метастазами, с прогрессированием заболевания. Лечение таких больных, конечно, и для государства, и для семьи является значительно более дорогостоящим, чем это было бы, если они в свое время получили бы правильный и адекватный сервис. И несмотря на то, что в Грузии достаточно хорошо работают скрининговые программы, а в Грузии уже 4-й год есть скрининг рака молочной железы, шейки матки, колоректального рака и рака простаты. Несмотря на все это, все люди, прошедшие через этот скрининг, не могут получить адекватное лечение в адекватных специализированных учреждениях. Вот это самая большая у нас проблема в настоящее время. В Азербайджанской республике данной теме уделяется значительное внимание. В 2006 году указом президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева был издан, в 2006 году был издан указ о мерах по обслуживанию больных раковыми заболеваниями, и по мере осуществления этого указа в 2009 году был создан онкологический центр в Баку, оснащенный самым современным оборудованием. На первой и второй стадии выявления онкологических заболеваний значительно сложно определить их степень, их остроту, и мы с этим согласны, поэтому данный вопрос требует дополнительного изучения. Построенный, сданный в эксплуатацию буквально недавно современный онкологический центр в Баку, он предоставляет значительный спектр услуг, в том числе связанных с диагностикой, с лечением заболеваний. Мы, естественно, всеми средствами стараемся лечить эти заболевания, заниматься предупреждением их. В прошлом году, можно сказать, мы вступили в новую эру. Дело в том, что в Баку был открыт детский онкологический центр при нашем центральном онкологическом центре. И наши дети получают возможность пройти комплексные исследования в этом центре.